Будущее Карима Бензема. Перестраховка от Манчестер Сити. Интер – обладатель Суперкубка Италии. Мбаппе собираются отдать номер легенды Реала. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Мигель Альмирон из Ньюкасла может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Ньюкасл достиг предварительной договоренности с саудовским Аль-Шабабом о трансфере 29-летнего игрока. Альмирон открыт к переходу, но сделка еще не закрыта. Ранее стало известно, что Ньюкасл, потративший на игроков 400 миллионов фунтов за 2 года, близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила АПЛ. Чтобы исправить эту ситуацию, клубу нужно продавать футболистов. Альмирон выступает за Ньюкасл с 2019 года. Будущее нападающего Аль-Иттихада Карима Бензема остается неопределенным. Как пишет журналист Фабрицио Романо, скоро состоятся новые встречи, в рамках которых обсудят будущее 36-летнего форварда. Его отношения с Аль-Иттихадом остаются напряженными. Руководство Саудовской лиги по-прежнему хочет, чтобы Бензема остался в чемпионате, даже если для этого потребуется его переход в другой клуб. Возвращение Карима в Европу возможно только при огромном снижении зарплаты. Ранее француз опоздал в расположение Аль-Иттихада на 17 дней. Это привело клуб в ярость. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение форварда утверждало, что Карим не прибыл вовремя из-за циклона на Маврикии. Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале, Аль-Иттихад сыграет на выезде с Аль-Таи. Также, по данным RMC Sport, французский Лион работает над возвращением Бензема. Организовать сделку будет очень сложно, особенно с финансовой точки зрения. Руководство Лиона рассчитывает, что в организации сделки помогут хорошие отношения между компанией Eagle, которая владеет клубом, и Саудовской Аравией. Однако организовать переход будет очень сложно, так как Саудовская Аравия сильно потратилась на Бензема и рассматривала его как одну из главных звезд чемпионата. Его не хотят отпускать через полгода после перехода. Карим является воспитанником Лиона. За 5 сезонов в клубе он выиграл 7 трофеев, затем перешел в Реал. Мохаммед Салах покинет расположение сборной Египта из-за травмы. Таков план. Я не знаю, решено ли все на 100%, но таков план. Разумно, чтобы он восстановился под нашим присмотром или присмотром наших людей. Я разговаривал с ним после того, как все произошло. С тех пор он на связи с нашим врачом. Думаю, он вернется. Если Египет, скажем, дойдет до финала, если к финалу Салах будет готов играть, то, вероятно, он вернется, сказал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп. Манчестер Сити намерен продлить контракт с бельгийским полузащитником команды Кевином Де Брюйне из-за интереса к игроку из Саудовской Аравии. Как сообщает Mirror, английский клуб хочет обезопасить себя от возможного ухода лидера. Руководство горожан планирует предложить футболисту новый контракт до 2026 года. Отмечается, что зарплата бельгийца в случае переезда в Саудовскую Аравию может составить более 1 миллиона евро в неделю, почти в 3 раза выше, чем в Ман-Сити. Ориентировочная стоимость футболиста по данным Трансфермаркт – 60 миллионов евро. Реал предложил французскому нападающему Кильяну Мбаппе 10-й номер, который принадлежит Луке Модричу, сообщает Спортзон. Ранее сообщалось, что переговоры между Реалом и представителями Кильяна Мбаппе привели к принципиальному соглашению. При этом Мбаппе хочет услышать последние аргументы от ПСЖ, прежде чем окончательно подтвердить свой переход в мадридский клуб. Также ранее была информация о том, что Модрич не станет продлевать контракт с мадридской командой и продолжит карьеру в другом клубе. Одним из вариантов продолжения карьеры является Саудовская Аравия. Ньюкасл отклонил первое предложение от Мюнхенской Баварии по переходу крайнего защитника Кирана Трипье, сообщает Sky Germany. По информации источника, сороки требуют полноценного трансфера футболиста, либо аренду с обязательным правом выкупа за 13-14 миллионов евро. Переговоры все еще продолжаются. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. Лондонский Вест Хэм согласовал аренду опорного полузащитника Ман-Сити Калвина Филлипса до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Алан Никсон у себя в Твиттере. По его информации, молотобойцы сами будут выплачивать полузащитнику зарплату и бонусы.
Также сообщается, что о постоянном переходе Филлипса в клуб из Лондона речи пока не идет. Ранее сообщалось об интересе к Калвину со стороны Ньюкасла. В нынешнем сезоне Филлипс принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Эрик тен Хаг давно хочет подписать Брайана Броби в Манчестер Юнайтед. Как сообщает ESPN, со ссылкой на свой источник, английский клуб следит за выступлениями форварда, но шансы на его переход этой зимой малы. Отмечается, что Эрик тен Хаг еще с первого трансферного окна хотел подписать Броби в Ман Юнайтед. В 2022 году клуб делал по нему запросы, но потратил весь бюджет на другие цели, в том числе на вингера Антони, которого купили у Аякса. Тен Хаг по-прежнему заинтересован в Броби. Тренер хотел бы усилить состав МЮ в январе, но ему сообщили, что бюджет на сделки ограничен. Юнайтед готов подписать кого-то зимой, если появится хорошая возможность. Но главная задача клуба на нынешнее окно – улучшить финансовое положение перед летом. Как ожидается, этим летом Антони Марсиаль уйдет бесплатно, поэтому Юнайтед собирается подписать нового форварда. Вероятно, кандидатуру Броби вновь обсудят, особенно если Тен Хаг останется тренером. При нем в МЮ пришло несколько игроков из клубов Эредивизия – Антони, Лисандро Мартинес и Тайрел Маласия. Кроме того, за клуб играют бывшие футболисты Аякса Андре Онана и Кристиан Эриксон. Броби является лучшим бомбардиром Аякса в этом сезоне. У него 13 голов и 4 голевые передачи в 25 матчах за Аякс. А также, как пишет журналист Низар Кинсела для Evening Standard, МЮ предложил Антони и Джейдена Санчо саудовским клубам. За каждого из них клуб хочет получить по 50 миллионов фунтов. Прошлым летом арендовать Санчо, купленного за 73 миллиона фунтов, хотел Аль-Итифак Стивена Джерарда, но саудовский клуб отказался прописывать обязательство выкупа игрока за 50 миллионов фунтов. Этой зимой Джейден перешел в Боруссию на правах аренды, и Юнайтед надеется, что к лету он хотя бы частично восстановит свою стоимость и привлечет новых потенциальных покупателей. Сильнее всех игроков Юнайтед саудовцев привлекает Казимира. Английский клуб склоняется к тому, чтобы продать полузащитника, не игравшего с октября из-за травмы, если получит хорошее предложение. Рафаэль Варан тоже может перейти в один из саудовских клубов, но Юнайтед вряд ли получит за него деньги после того, как решил не активировать опцию продления контракта на еще 1 год. Вчера прошел финальный матч Суперкубка Италии, в котором встречались Наполи и миланский Интер. Первый тайм прошел без голов. Вторая половина встречи шла по похожему сценарию, но в самой концовке встречи на 91-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет в матче и вывел Интер вперед, принеся команде трофей. На пути к финалу Наполи встретился с Фиорентиной, одержав разгромную победу со счетом 3-0. Интер же в полуфинале сыграл с Лацио, обыграв римский клуб также со счетом 3-0.